Привет, друзья! Сегодня у нас шведская олимпиада для 10 класса. Итак, что дано? Дан равносторонний треугольник, на его стороне построен квадрат. И вот расстояние от точки внутри равностороннего до сторон этого равностороннего равны 3, 4 и 5. И требуется найти что? Правильно, площадь этого квадрата. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу. А мы немножко поговорим о Швеции, хотя образование там математическое не очень-то сильное, говорят те, кто там учится, но тем не менее шведы проводят и олимпиады, и выступают на разного рода конкурсах. Например, по конкурсу там Пиза есть такой, они занимают приличные места, и поэтому сказать что-либо плохого нельзя. Ну вот мне первое, что приходит в голову, когда говорят Швеция, это такая замечательная группа АББА, музыкальный коллектив. Напишите, что вам приходит в голову 5 каких-то первых вещей, когда вам говорят Швеция. Ну что ж, многие наши олимпиадники сказали бы, что это задача баян, то есть известная, как бы старая задача, такой известный старый музыкальный инструмент. Но для тех, кто очень силен, я подготовил там домашнюю задачку, и я вот скоро вам ее скажу. А мы посмотрим действительно, как решить эту задачу, которая, ну, многие олимпиадники, конечно же, знают. Посмотрите, как обычно она решается. Соединяют данную точку с вершинами треугольника этого равностороннего, обозначают сторону этого треугольника, скажем, А. Это А и это А. И заодно это и сторона квадрата. А дальше что делают? Ну, дальше находят сумму площадей трех треугольников. Трех треугольников. Ну, каких? А, давайте П назову. П, Б. Дальше Б, П, С и А, П, С. Сумму площадей этих трех треугольников. И она же будет равна площади данного равностороннего треугольника. Где писать, сверху или снизу? Снизу субтитры для товарищей из дружественных стран и недружественных. Ну что ж, давайте скажем, что площадь треугольника АПБ, в скобках напишу, АПБ плюс площадь треугольника БПЦ, БПЦ и плюс площадь треугольника АПЦ, АПЦ будет равна площади треугольника АБЦ. Согласны? Ну и все, задача решена. Как? Смотрите. 1/2 А на 3. Это площадь первая. 1/2 А на 3. Плюс 1/2 А. Ну, хотелось бы на 4, но у нас пошло 5. Пусть будет 5 плюс 1/2 А на 4 равно 1/2 А на что? На H, на высоту равностороннего треугольника. Я ее нарисую. Вот эта высота равностороннего треугольника. Ну, она там прибегает в середину стороны, но это нам все равно. Вот это H. Получается 1/2 А на H. Теперь что я делаю? 1/2 А, 1/2 А, 1/2 А, 1/2 А. Сокращаю, делю левую и правую часть этого равенства на 1/2 А. И что получается? Что высота равна 3 плюс 5 плюс 4 – 12. H равно 12. Ну, после того, как я нашел H, ну, я могу применить, скажем так, даже теорему Пифагора. Вот здесь у нас получается А пополам, верно? В прямоугольном нашем треугольничке H мы сказали и нашли равно 12, а гипотенуза А получается, что А пополам в квадрате плюс 12 в квадрате равно А в квадрате. А что нам нужно найти? Площадь вот этого желтого. Она равна А в квадрате. Значит, будем искать А в квадрате. Итак, получается у нас А в квадрате на 4 плюс 12 в квадрате пока напишу равно А в квадрате. Что отсюда следует? Что 3/4 А в квадрате, 3/4 А в квадрате равно 12 в квадрате, так? 12 в квадрате. Ну, а отсюда искомая площадь S нашего квадрата будет равна А в квадрате
и равна 12 в квадрате разделить на 3/4. Ну, сложнейший расчет проходит. Напишу 12 умножить на 12, умножить на 4 и разделить на 3. Так, так, что получается? Единичка, четверочка, 12 придется умножить на 16. Это просто кошмар. Я уже умножил 192. Вот так мы решили нашу задачу. Площадь нашего квадрата 192. Ну, вдруг кто-то по-другому решал, напишите. И напишите, кто знал эту задачу. А вот домашняя какая задача, о которой я говорил. Площади треугольничков, на которые биссектрисы разбивают данный треугольник, равны. Вот S1 равно 7, S2 равно 15 и S3 равно 20. О, найти стороны треугольника. То есть найти АБ, БС и АС. АБ, БС и АС. Вы получите несказанное удовольствие, найдя эти стороны. АБ, БС, ну и АС. Отсюда мы найдем все. И радиус вписанной окружности и так далее. Ну, я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока. Как видите, я ничего у вас и не прошу. До новых встреч.